Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня вместе с вами мы уделим внимание нашим зонтикам, зонтам и поговорим о том, почему нельзя открывать именно зонт или зонтик именно дома или в своей квартире. Почему по народным приметам это несет невезение и несчастье в вашу жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете для себя много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что именно это видео и эта информация будет полезна и важна. Итак, друзья, почему же нельзя открывать зонт дома и что говорят нам народные приметы? Вы знаете, с зонтиками связано немало народных примет, суеверий и даже всевозможных предрассудков. Почему же этот, казалось бы, такой вот уникальный аксессуар, который придумало человечество в свое время, спасает человека в ненастную погоду, стал действительно вот символом вот того вот невезения и несчастья? Что же нельзя делать с зонтиком и как это может отразиться на будущем? Давайте вместе с вами разбираться. Конечно, сейчас все зададут вопрос, а почему нельзя раскрывать зонт в помещении, ведь тогда его невозможно и будет просушить после дождя. Или же нужно входить в подъезд и подниматься в квартиру с открытым зонтом. И знаете, получается, что так. И каждый из нас может в свое время допустить такую оплошность, раскрыть мокрый зонт и оставить его сушиться в коридоре. Но считается, что такими действиями вы гневаете Бога Солнца. И поэтому вы даже не только, наверное, злите высшие силы, но и высшие силы не понимают, почему вы именно так поступаете. И вы знаете, оказывается, по этому поверью уже не 100 лет. Считается, что зонт изобрели в Египте или в Китае. В Европу уже зонтик попал лишь нам в XIV веке. И вплоть до 1750 года зонты использовались только для защиты от солнечных лучей. Возможно, в старинных фильмах вы увидите барышень, которые ходят именно с зонтиками, но от солнца. И находчивые европейцы стали прятаться от солнца, извините, от дождя под зонтами гораздо позднее. На Востоке зонт являлся символом власти и указывал на высокое положение его обладателя в обществе. Во время торжественных церемоний властители Поднебесной шли под 13 зонтами, которые были расшиты золотом. И именно они символизировали Солнце, 12 зодиакальных созвездий, которые были расположены вокруг него. В Европе этому же предмету почему-то стали придавать негативный смысл, что нельзя раскрывать зонт в помещении, иначе таким образом вы можете накликать на себя беду. Помимо того, что такими действиями вы можете разозлить Бога Солнца, считается, что, совершая подобные манипуляции, вы можете впасть в немилость у духов, которые оберегают ваш дом. Иными словами, раскрытый зонт в помещении даже, знаете, в какой-то степени действует домовому на нервы. То есть домовой раздражается, он становится недоволен. Зонт – это вообще вещь древняя, поэтому с ним также связано и множество других, порой очень странных и нелепых примет. Найти чей-то зонт, знаете, это достаточно плохая примета. Если вы случайно нашли чей-то забытый зонтик, то не спешите его подбирать. Считается, что вместе с зонтом вы забираете и определенные проблемы, болезни и неприятности человека, который потерял его.
Также никогда не оставляйте зонтик на кровати. Это опрометчивый поступок может лишить вас притока денег. Поэтому не только оставляйте на кровати, но и также в креслах, также на диванах. Ни в коем случае этого не делайте. А вот если вы решили уронить зонт случайно, не случайно, то знайте, что именно это к неприятностям. Поэтому, если вы уронили зонт, то попросите кого-нибудь другого его поднять. Когда сам владелец поднимает зонт, то его ожидают неприятности, а вот на посторонних людей это не действует. Если все-таки вы были вынуждены сами поднять упавший зонтик, то непременно по возвращении домой посмотрите в зеркало для того, чтобы снять негативную энергию. Помните о том, что ни при каких обстоятельствах не дарите зонт. Считается, что именно такой подарок предвещает невзгоды и проблемы в жизни человека. Если вам все равно хочется подарить зонтик, то в таком случае попросите за него символическую плату. Да, это уже не будет как подарок, но это уже будет покупка. И по-добрым образом вы таким способом можете обманывать судьбу, когда вы решите подарить кому-нибудь другие какие-либо нежелательные подарки. Это могут быть и часы, и ножи, или полотенца. Просто вы оговорите, вы пришли в гости, вы дарите человеку, например, тот же зонтик, полотенце, сразу скажите: я тебе не дарю, я тебя прошу меня выкупить эту вещь. И просите, скажите, что сколько тебе не жалко в кошельке, дай столько, дай хотя бы одну монеточку. И этого будет означать, что вы таким образом сами никому не желаете зла, и также никто друг другу из людей, которые принимают участие в такой операции, они не перетекают никакая к ним ни от одного к другому, ни от другого к первому лицу, не перетекает никакая ни положительная, ни негативная энергия. А это очень важно. Кроме того, скажите, когда вам вручат монетку или денежку, скажите следующие слова, просто потихонечку про себя: оплачено. Таким образом вы закрываете дверь к любым негативным последствиям в свой адрес. Вообще, что касательно подарков, пожалуйста, будьте все-таки осторожны, потому что разные подарки несут определенную энергетику. И если вы эту энергетику подхватите, то, к сожалению, очень часто люди потом не понимают, почему в их жизни происходят какие-то определенные нехорошие события. И только когда мы с вами разбираемся, мы уже понимаем, что это была первая причина, вообще была не это, а вообще была третья, о которой мы даже могли и не думать. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна.